Всем привет! Сегодня будем грузить заморозку, так что можно будет посмотреть и немножечко разобраться с холодильником, как это работает, как с ним правильно обращаться и что делать, когда тебе приходит информация о загрузке заморозки. А надо его охладить сначала. Охлаждается потихоньку, орет, но охлаждается. Вот, и через полчасика у нас полная загрузка заморозки. Для более качественного измерения у меня есть вот такой вот лазерный термометр, пистолет лазерный. Ставим Цельсий. Включаем лазер, и куда мы нацелим его, там он и будет мерить. Ручник, температура ручника 25 градусов. Нормально, сойдет. 25-ка. Автофокус, давай. Во. Вот. И также у нас есть вот такой вот ректальный термометр. Давай, ты сможешь, я верю в тебя. Во. Включили. Сняли защитный кожух. Вот такая вот штуковина. И его втыкаешь в измеряемую поверхность и смотришь на дисплей. Здесь тоже что-то надо Цельсий поставить. Во. Вот так вот. Так, ну в общем мы загрузились. Сейчас надо завести холодильник. Пусть заводится, температура выставлена. Будем раздеваться, переодеваться и забирать бумаги. Пойдем посмотрим, что там с температурой. Так, ну все более-менее. Можно включить вторую зону. У меня выставлено минус 25, и надо нажать Turn On. Опа! Пошла. Там вот эта вот кнопочка включения, она очень хитрая. То есть сначала выставляешь температуру, надо будет отдельно показать, а потом еще раз заходишь в это же меню, и обязательно секцию надо включить, иначе, если, например, две температуры везешь, можно температуру-то выставишь, а агрегат не заведется. Он возвращается в главное меню. Теперь вторая зона. Предположим, нам надо выставить минус 29. Мы подтверждаем температуру, yes. И казалось бы, многие думают, все, супер. И пошел довольный такой, все, минус 29, там, ура! Сел и поехал. А хрена с два. Смотрите.
Вторая зона выключена. Off. Опа. Еще раз заходим. И вот она. Turn on. Обязательно. Подтверждаем. И она заработала. Если она уже работает, то просто меняем температуру на нужную, и все хорошо. Основной агрегат будет работать по умолчанию, его отдельно не выключить, поэтому здесь мы только меняем температуру и подтверждаем, и все. Основной агрегат, он через этот пульт управления его невозможно выключить. То есть основная установка, она на то и основная установка, что ты ее один раз включил и регулируешь температуру, и все. А вот вспомогательную, особенно если везешь, например, впереди заморозку, а сзади плюс 10, очень важно проверять, что ты выставил температуру и включил агрегат. Вот, иначе на этом можно погореть. Вообще, если интересно, то это Thermo King Smart Reefer 3 серия SLX Spectrum I. Это значит, что у нас умный холодильник, и реально на нем просто выставляешь температуру, остальное он все делает сам. Он сам будет размораживаться, сам будет ее поддерживать. Это, скажем так, краткий экскурс в холодильник. На самом деле все, что надо для работы с холодильником, это знать, как выставить температуру, как включить два агрегата и выставить на них по разную, например, температуру, если необходимо. И также обращать внимание на температуру забираемого воздуха и выходного воздуха. Также, если вдруг сомневаетесь, вот эта вот штука, вот этот лазерный термометр вам поможет. Заходите в прицеп, наводите на агрегат, выходные отверстия, и смотрите температуру. У меня такое было, выставил минус 25, и он пошел опускать, а потом раз, мне звонят, говорят, а по компьютеру выдувает 0. Я в параметры залез, смотрю, точно минус 1 только выдувает агрегат, а показывает минус 18. Вот. Так что с этим надо быть аккуратным. А сейчас еще быстренько, коротко пробегусь по холодильному агрегату. А когда будем завтра выгружаться, я еще загляну внутрь прицепа и быстренько опишу, что там есть внутри и как работает. Вперед! Пока идем к прицепу, кто смотрел ролик про седло и он-споты, ну-ка, знатоки, скажите-ка, надо ли мне смазывать вот такое седло или не надо? В комментариях, пожалуйста. Активные мои. А теперь холодильник. Теперь мы его полностью выключим. И значит, что вам надо? Вам надо знать, как его включить. Кнопка on, off. Все понятно. Это программные кнопки управления. Это кнопка управления режимами. Постоянный режим или старт-стоп. Это принудительная разморозка. Вот так вот выглядит принудительная разморозка. То есть в мануальный режим нажимаете, и он размораживает тот агрегат, который на данный момент работает. Запускаем. Это вот я не буду объяснять, это для диагностики, для считывания данных, для считывания лог-файлов. По этому аппарату потом, может быть, отдельно пробегусь. Распечатку брал за 7 лет работы один раз. Никому она нафиг не нужна. Если надо, у фирмы в компьютере все данные есть с холодильника. Так, ну вот, холодильник запустили. Он очень долго конфигурируется.
И ждем, пока он запустится. Запускается он реально долго. Он будет пищать, 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 самодиагностироваться. И наконец-таки. Так, пользуясь тем, что он выключился, перевел его в старт-стоп. Здесь у нас показывается температура первого отсека, запрограммированная маленькими цифрами, фактическая большими цифрами. Здесь второй отсек аналогично, у нас показывается фактическая большими цифрами, и здесь статус, включен или выключен. Если он будет заведен, то здесь будет также программируемая температура, ту, которую вы выставили. По меню все, что вам надо, если вдруг выскочит ошибка, это зайти сюда, нажать Select, и здесь будет активный код ошибки, и передать его руководству. Вот тут вот можно посмотреть входной-выходной воздух. Иногда полезно бывает то, что он забирает, то, что он выдувает, разницу дифференциалов. Все, больше вам тут знать и лазить не надо. Включили-выключили, управление режимами старт-стоп или постоянный, принудительная разморозка. Если вдруг вы подозреваете, что он не справился и там замерзли агрегаты. Как включить второй агрегат и подтвердить температуру, я уже сказал. Как вообще подтверждать температуру. Так что вот и весь короткий ликбез. Ну и заключительная сага о работе с рефрижератором двухкамерным. Это его внутренности. Здесь у нас второй агрегат. Тут у нас заходит воздух. Там у нас выходит воздух из щели, вот из этой заданной температуры. Здесь у нас стенка. И, собственно, поперечины для второго этажа. Я одну специально приспустил, чтобы показать, как работает механизм. Сам механизм. Вот здесь есть язычок. Вы его внутрь задвигаете, и тогда она может опускаться вниз. Вот. Стопор выше, и можно ее опускать вниз, насколько надо. Наверх она поднимается, просто уперлись, и она пошла наверх. Замок будет сам защелкиваться. После заморозки, конечно, металл холодный. И, соответственно, тот конец. Также язычок на себя, опустили на нужный уровень, выровняли. Так, чтобы не мешало. Загрузили палеты. Это первый агрегат, основной, впереди прицепа. Выходное отверстие. Отсюда дует заданный вами программно воздух. Сказано, ручки туда не сувать. Вот, не знаю, кто-нибудь пробовал. Кстати, маленькое замечание по поводу вот этих вот поперечин, точнее даблдека. Во всех прицепах вот здесь вот в задних полозьях обычно, или вот в этом пазу есть такая палочка-выручалочка, с помощью которой вот эти язычочки можно приподнимать и опускать даблдек. Но так как у нас перецепка, соответственно, нету палочки. Подручными средствами. Давайте посмотрим, как опустить стенку. Вот эту вот стенку. Здесь есть ремень и предохранитель. Вот этот конец тянем, предохранитель отпускается, и стенку можно опустить. Все. Чтобы она сдвинулась, надо, чтобы снялись стопоры. И тогда ее можно двигать взад, вперед, как угодно. Вот. Когда ее опустили, все, прижали к палетам, снимаем стопорный рычаг и проталкиваем его сюда. Все. И здесь выходят упоры по всему периметру и сверху тоже. И таким образом стенка закрывается герметично. Вот. Поднимается в обратном порядке.
и наверх. Старайтесь, чтобы стенка была сзади прицепа. Все для того, чтобы в случае непредвиденного груза замороженного у вас всегда была возможность эту стенку использовать. Если вы полприцепа загрузили свежаком, и у вас стенка впереди, и вдруг упадет заморозка, то будут проблемы. Ну, как вы ее достанете оттуда? Выгружать, что ли, все? Да, обратите внимание, когда стенка наверху, важно, чтобы здесь вы видели зеленый язычок. Вот сейчас красный, на камере должно быть видно, и стенка, значит, не зафиксирована. Если она зафиксирована, то выскакивает зеленый язычок. Это значит все, транспортное, скажем так, положение, она никуда не упадет. Бары опускаются максимально вниз, и они, грубо говоря, сами выпадут. Здесь в конце, в самом низу расширение, и замки просто выпадают, бары остаются у вас в руках. Ничего сложного. Ну, еще могу показать. Обычно стандартно в комплекте идут вот такие крепежные стойки. Это фиксаторный рычаг, зубчатый упор, уперли вверх и рычагом подперли. Здесь выходит замок и фиксирует все это дело. К палету прижали, поставили стойку, должен держать, должна стойка. Таких у нас здесь 4 штучки. Обычно для холодильника достаточно. Вот, в принципе, и все, довольно-таки просто, ничего сверхсложного. В общем, вот такой неказистый выпуск получился. Микрофон уже садится, надо заканчивать. 4 дня я снимал этот несчастный холодильник. Ну, надеюсь, что-то вам будет полезно, что-то новое узнаете. Спасибо за поддержку, за комментарии, за лайки, будьте активнее. Спасибо каналу Серега Дальнобой, очень активно меня поддержал. Мишаня Дальнобой, тебе тоже спасибо, прорекламировал меня. Супер. Вот. Ребятки, будьте активнее. Если что-то хотите, чтобы еще отдельно снял, показал, объяснил, пишите, пишите, пишите. Все. А я домой. Пока.